Привет, ты на канале Фыр-Кефир, меня зовут Лиза, и здесь мы играем в разные старые и новые игры, поэтому подписывайся, бери чаечек, кофеечек и погнали. Кто вдруг не смотрел в третьей серии, мы уже вышли на другую концовку, вот, и сейчас мы пытаемся выйти на положительную. То есть все, что я тут пропускаю, все это было в прошлой серии, можно посмотреть. Ну что, последнее видео по тварьку у нас сейчас будет. Я почитала из 6, 4 концовки. Господи, 4 концовки плохие, нас убивают бандиты или сам тварюк, а одна концовка положительная, я хочу на нее выйти. Для этого нужно было сходить к деду Степану, нужно было сказать, что мы хотим купить дом, а не что мы приехали к бабушке, как я это сказала. Я сходила к Степану без вас. И теперь нужно успокоить волка, но сделать это нужно опять со второй попытки, чтобы он нас потом перед тварюком защитил. Так, давай, мы открываем. Это я все читала. Давай. Давай, открыть капкан. Так, давай. Ну, типа, чтоб не очень получается у нас. Давай. Ага, едва удержали нож, да. Волк дернул лапой, щелкнул зубами, бла-бла-бла. Да, это у нас все было. Смотри, вот он вспоминает, этого вот у нас не было. Тем же вечером дядька матери моей сказал: я в лес пойду, надо что-то делать. Всю ночь тогда вокруг деревни волчий вой не утихал. Люди шептаться начали, мол, дядька, что ты там начудил, что лес его принял. Вот тварюк. Ну слушай, он нам что-то такое рассказывал, да. Так лес тебя принял, значит. Так это вот этот человек. Неожиданно для самого себя обратился я к волку. Просто если мы говорим деду Степану, что хотим купить дом, он нам рассказывает вот эту историю про волков. А тогда он мне вроде ничего такого не рассказывал. Тогда он мне про девушку рассказывал, про Купалу, вот это все. Иван, сейчас все будет. Не кипишуй, хорошо? Я от Степы. Сейчас тебя выручу. Только не сожри меня, лады? Смотри, успокоился такого. Так, давай, пошли. Пошли опять. Все, нормально сейчас будет. Лайфхак. Используем. Все, ништяк получилось. Смотри, грустный волк. Друг леса, вы успокоили черного волка. Это нам нужно для хорошей концовки. Когда металлические челюсти с оглушительным скрежетом наконец раскрылись, волк подтянул к себе истекающую кровью лапу. Он сразу же, будто повинуясь чему-то зову, побрел в чащу леса. На мгновение волк обернулся и замер, уставившись на меня. Я замер в ответ. Это он нам типа кивнул в благодарность. После того, как волк скрылся между деревьев, я выждал несколько минут и двинулся в ту же сторону. Так, гриб тоже надо съесть, мухомор. Адреналин немного отпустил, мои ноги начали подкашиваться, словно напоминая, насколько сильно я рисковал. Что это было? Спрашивала я себя, не находя ответа. Я пыталась понять себя и свой поступок. Ведь рисковать жизнью ради волка, который мог бы загрызть меня, было безумием. Но если на секунду допустить, что он являлся фамильяром лешего, риск становился оправданным. Страх еще держал меня, но где-то глубоко внутри теплилась гордость за совершенный поступок. Я устал. Мои шаги становились неуклюжими, а мысли путались, как переплетенные ветви над головой, но я продолжала идти. Вот, мы пришли. А где гриб? Дай мне гриб. Бля. Ну опять у нас фигуры. Давай, это мы читали, это мы все пропустим. Да. Наблюдал за силуэтом. Он оставался неподвижным. Все, давай гриб есть будем. Надо съесть гриб. Мне его съесть. Съесть. Нямка-нямка. Вау. Прикольно. Ну, мне нравится, что происходит, как это выглядит.
Вообще посмотрела, там как будто один человек, автор и разработчик, а второй человек художник. И все. Так, «Горечь мухомора», это мы тоже про гриб читали. Кто вдруг не смотрел в третьей серии, мы уже вышли на другую концовку, вот, а сейчас мы пытаемся выйти на положительную. То есть все, что я тут пропускаю, все это было в прошлой серии, можно посмотреть. Так, кроны деревьев, да, это мы все видели. Вот нас кто-то зовет. Вот наши дружбаны. Давай, я это все пропускаю. Так, сейчас мы должны опять на Тварюка выбежать. Вон он. А, бабуся. Бабусяка наша страшная только. Без глаз. Без зубов. То же самое рассказала, что и в прошлый раз. Потерялся во времени и пространстве. Бла-бла-бла. Вот. Зачем ты пришел ко мне? Помоги, меня хотят убить. Жалкая просьба. Ты не первый, кто ко мне приходил. Многие искали спасения среди моих деревьев. Так они нашли его. Слова растворялись в воздухе, а лис лишь внимательно слушал, не спеша давать ответы. Ты прошел туда, куда что-то там. Тут кровь легче дождя впитывается в корни. Так, давай, он сейчас у нас... Никто не выходит отсюда целым, из леса. О чем ты? Что ты хочешь? Глаз, говорит, твой хочу. Наверное. Вот, смотри, он в деда превращается. Так это на самом деле какое-то магическое, мифическое создание? Или человек все-таки? Старик просто. Во лбу зияла черная впадина. То же самое. Глаз. Все, он просит у нас глаз. Твой глаз. Взамен ему нужно отдать глаз. Душа мерзкая, зато глаз зрячий. Раз меня отыскал. Ноги подкосились, едва сдерживал рвоту. Может, тебе что-нибудь другое надо? Я проскулил вопрос в жалкой попытке поторговаться. Хотелось сорваться и побежать прочь. Глаз или жизнь выбирай. А мне сейчас опять надо выбирать? Ну, то есть мне надо заплатить, да? Я так понимаю. Так. И согласитесь на сделку. Ну да, наверное, надо заплатить. Сейчас он опять мне глаз вытащит. Руки дернулись к лицу. Желание жить разрывало меня на части. Я уже ощущал, как его острые, как ветки колючего куста пальца, будут копошиться у меня в глазнице. Я хотел кричать, молить Бога, в которого никогда не верил, но слова застряли в горле. Остались только дрожь и всепоглощающий ужас, растекающийся по венам. Мозг просто отказывался верить в происходящее, но я уже сделал свой выбор. Или что-то другое. А вон волк. Я не смог выдавить из себя ни звука и уже собрался кивнуть в знак согласия. Но внезапно гнетущую тишину прорезал волчий вой. Леший резко обернулся в его сторону. Волк, огромный черный зверь, которого я вытащил из капкана, вышел из чащи. Его глаза блеснули в полумраке. Он медленно приблизился и встал между мной и Лешим. Мгновение тянулось, как вечность. Я наблюдал за тем, как два существа вели свой немой диалог. Без слов и лишних движений они словно читали мысли друг друга. Тварюк отвернулся от волка и уставился на меня. Его взгляд был таким тяжелым, что я почувствовал, будто меня прибили к земле. «Ты помог лесу. Считай, что лес тебя признал. Так служи теперь ему». В смысле? Слова Лешего прозвучали словно приказ. Казалось, весь лес его услышал. «Ты станешь вороном, несущим мою волю». Чего?
Все равно он нам в лицо руками своими тычет. В смысле вороном? А человеком можно остаться как-то? Что, надо нажать что-то? А вторая? Что, на одном крыле будем летать? Боль была невыносимой. Кости черепа хрустели, вытягивая лицо. Челюсть сжималась, превращаясь в твердый клюв. Кожа расползалась, и из нее проступали черные лоскуты перьев. Руки, ломаясь изнутри, вытянулись в крылья, тяжелые и мокрые от налипшей крови. Охереть. Мои ноги с треском скручивались в тонкие птичьи лапы, которые тут же впились когтями в землю. Тело стало легким, но я не ощущал его чужим. Мир изменился. Я стал другим, сломанным и перерожденным. Все звуки вокруг утихли, и в голове остался лишь властный голос. Голос хозяина. Пусть твой полет будет полон ярости. Пусть твои крики разнесутся над моим лесом. Пусть они достигнут ушей тех, кто обрек тебя на это. Пусть их кровь сольется с землей. Ночь была темной и зловеще тихой. Мои крылья отсвечивали в лунном свете, пока я кружил над бандой Фомина, засевшей у деревни. Внизу, в тени деревьев, в их сторону крался волк, все еще хромающий после встречи с капканом. Этой ночью каждая тварь заплатит за свои грехи. Волк напал первым, молниеносно, безжалостно. Его клыки впились в горло одного из них. Кровь брызнула фонтаном, заливая землю. Ужас охватил остальных прежде, чем они поняли, что их друг уже мертв. Наслаждаясь их криком, я пикировал вниз. Мои когти нашли цель, впиваясь в лицо отморозку. Его истошный вопль наполнил меня удовольствием. Он попытался отбиться, но я был быстрее, проворнее. Мой клюв выкалывал его глаза, когти до костей царапали кожу, оставляя глубокие борозды. Их тела упали на землю, щедро напитывая ее кровью. Тяжело дыша, я уселся на ветку старого дуба. Волк тихо подошел ко мне. Эти твари мертвы. Их грехи будут упокоены вместе с ними. Пусть лес запомнит эту ночь. Пусть тьма запомнит, что я всегда буду здесь. Пусть каждый, кто осмелится нарушить покой этого места, узнает, что здесь правит Тварюк и его верные слуги. Верный слуга, вы стали темным слугой леса. Прикольно. Может, есть другой конец? Вы прошли 2 концовки из 6. Конец. Это якобы положительная концовка в том плане, что мы остались живы, мы не закончим свои дни в психушке, и, собственно, все. Какой вывод мы можем из этого сделать? 6 концовок в игре, в 4 из них мы умираем, в одной мы отправляемся в психушку, в 3 мы, точнее в последней, мы превращаемся в ворона и становимся слугой лешего и прощаемся со своей прошлой прежней жизнью. Какой вывод мы из этого делаем? Что котики — это всегда плохо. Всем смотреть «Реквием по мечте» и никогда ничего не употреблять. Вот такие дела. Помним, да, что Тварюка не существует, леших не существует, и, скорее всего, в жизни у нас будут только 4 концовки, где мы умираем. Вот и все. Спасибо за просмотр, лайки, комменты, подписки. Можно поддержать канал материально при большом желании. Ссылка в описании. И все, увидимся уже в следующий раз. И все, пока-пока.